Пройдемся по книгам. Сейчас стало популярно говорить, насколько важно читать книги, что без них ты не добьешься абсолютно ничего, и что самые богатые и успешные люди читают по 100 книг в день. Но никто не говорит, какие книги читать и зачем это вообще нужно. Начнем с того, что любовь к книгам успешно отбивают в школе, когда книга превращается из источника информации в инструмент для забивания головы ненужной информацией. Основная задача книги – это передать информацию. И самый большой плюс – это визуализация. Ты можешь визуализировать абсолютно любую историю или информацию на свой лад. Сейчас современные книги в первую очередь направлены не на качество истории, а на получение быстрого дофамина. Поэтому невероятно легко попасть в вот эту вот ловушку инфо-цыганства, когда ты читаешь вроде настолько правдоподобную историю, настолько правдоподобные советы, а в итоге это просто направлено на то, чтобы человек ощущал вот эту эйфорию от того, что он прочитал что-то настолько секретное, настолько то, что может он прочитать только в этой книге, что может дать только этот автор. И это, замкнутый круг. Человек из него потом практически не выберется. Основная проблема — это много воды, мало информации. Или информация искажена. И получается, что выращивают общество без способности визуализации, так еще и с высоким запросом на дофамин. И почему я так цепляюсь к визуализации? Потому что, это основной аспект, это основной принцип того, как ты будешь строить свою жизнь, свои мысли ты будешь по полочкам распихивать. Ты это можешь визуализировать. Условно, у тебя есть целое дерево, целый ящик, и ты можешь это все отсортировать. А когда, сейчас повсюду идет клиповое мышление, человек увидел, забыл, увидел, забыл. Какой порядок может быть в голове? Это даже смешно звучит. Перебивка. Туду-туду. Если пройтись по плюсам, то это в первую очередь полезно для тех, у кого ОКР. Это даст хорошую тренировку усидчивости. Не прыгать из стороны в сторону. Второй плюс — это практика визуализации истории. Ты сам представляешь, какой у человека голос, какой у него тембр, в чем он одет, какой цвет глаз, волос. Сейчас за людей это все делает мультик или фильм. Ты не напрягаешь даже мозг, чтобы представить это все. И тут я говорю конкретно про визуальную часть. Не в плане истории, не в плане подачи, в плане визуальной. Как это представляется, как это видится. Из минусов — это тяжело найти полезную информацию. В основном все истории пудрят тебе мозг, потому что это мыльная опера или, роман какой-то, который абсолютно не имеет ничего общего с настоящей жизнью. И второй минус — это много воды. Даже если это будет супер полезная книга, автор разбавляет ее настолько огромным количеством воды, что суть ты не можешь уловить, даже прочтя эту книгу несколько раз. И это, огромнейшая проблема. Как ты можешь воспринимать или любить книги, когда ты не можешь до сути докопаться? Так что в моем понимании книги — это хорошо, но определенное. Перебивка. Туду-туду. Если брать что-то на совет, я бы посоветовал Роберта Грина. Это «48 законов власти» и подобные его книги. Это самый идеальный вариант, если вот ты прям хочешь начать читать, и чтобы было минимум воды и максимум сути. Богатый папа, бедный папа. Как бы окей, но начинается самый сок с какой-то там страницы, не помню уже с какой. Информация вроде как и понятная, но можно было уместить это в 2 словах. Так что советую найти краткий пересказ или сжатую информацию в принципе про эту книгу. В общем, читай, но мониторь все, что ты читаешь. Не дай никому захламить свой мозг всяким мусором. Обнял.